Тайпинское восстание унесло жизни около 25 миллионов человек. Больше, чем Первая мировая война, оно потрясло Китай и подготовило почву для будущих революционных перемен. Сначала на Западе считали тайпинов очередными бандитами. В Китае 19 века такие движения вспыхивали часто. Протестантские миссионеры, не добившись особых успехов в обращении китайцев, вдруг узнали, что тайпины называют себя протестантами. Это породило надежду, быть может, Китай готов принять Евангелие, и, что немаловажно, это оказалось победой над католиками, с которыми протестанты соперничали. Лидеры тайпинов называли европейцев братьями и сестрами из-за моря. Правительственные чиновники западных держав были оптимистично настроены относительно их шансов на победу. Американский комиссар рассматривал возможность предоставления официального признания правительству тайпинов. Правительство тайпинов оказалось особенно гостеприимным по отношению к западным миссионерам. В 1853 году их лидер Хун Цзюань пригласил американского миссионера из Сахара Джейкокса Робертса приехать в Нанкин, чтобы помочь в управлении его правительством. Все большее число западных торговцев оружием и спекулянтов продавали тайпинам западное оружие, такое как современные мушкеты, винтовки и пушки. Все это возилось контрабандой под видом безобидных товаров, вроде нюхательного табака и зонтов. К тайпинам присоединились и наемники с Запада, в основном не по убеждениям, а ради наживы. В годы пика восстания Великобритания начала Вторую опиумную войну против правящей в Китае маньчжурской династии. Франция присоединилась к конфликту, использовав убийство французского миссионера как предлог для вмешательства. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Однако вера тайпинов сильно отличалась от классического протестантизма. Их религия выросла из трудов первого китайского христианского проповедника Лян Фа, который излагал библейские идеи в формах, понятных китайской культуре. Лидер восстания Хун Цзюань вдохновлялся именно этими трактовками. Протестантские проповедники и миссионеры с интересом наблюдали за движением тайпинов, а некоторые даже отправлялись на территорию их государства. Пастор Джозеф Эткинс лично встретился с ключевыми лидерами Тайпинского Небесного Царства и провел с ними продолжительные богословские дискуссии, которые были тщательно задокументированы. Эткинс осознавал, что учение тайпинов существенно расходится с традиционным христианством, но надеялся, что сможет убедить их принять правильные доктрины. Однако, когда он указывал им на библейские стихи, противоречащие их воззрениям, тайпины отказывались что-либо присматривать. Они основывали свою веру не на Библии, а на мистических видениях Хуна. По его словам, он видел самого Небесного Отца, гигантского старца в черной драконьей мантии, с золотой бородой, который поручил ему изгнать злых духов с небес. Хун Цзюань понимал, что принятие западного учения, особенно идеи о бестелесности Бога, подорвало бы не только его теологию, но и личный авторитет, ведь все его пророческое положение строилось на утверждении, что он видел Бога, телесного, могучего, Небесного Отца. Пригласив западных миссионеров к себе, он ожидал, что они признают его божественный статус. Такое ожидание бросало вызов не только его легитимности, но и богословским основам протестантского учения, которые миссионеры проповедовали в Китае. Пастор Эткинс быстро понял, что лидеры тайпинов не воспринимают традиционное христианство. Сами они считали себя не учениками, а учителями для миссионеров. Эткинс проповедовал в столице восставших, беседовал с жителями и пришел к тому же выводу – обращение невозможно. По его мнению, ранняя изоляция и отсутствие связи с миссионерами сделали движение закрытым для диалога. Он стал одним из тех, кто сформировал образ тайпинов как еретиков. Его отчеты, вероятно, повлияли на позицию британского правительства. Другие миссионеры подтверждали его наблюдения. Преподобный Уайли писал, что опиум, несмотря на запрет, все еще курили офицеры тайпинов, а табак оставался повсеместным. Он также отмечал, что среди лидеров практиковалось многоженство, а храмы предков, символы традиционного почитания умерших, не были разрушены. Все это вызывало сомнения в искренности их реформ и чистоте веры. Хотя сначала миссионеры восхищались отказом тайпинов от идолопоклонства, позже они увидели несоответствие между словами и делами. Учитель лидера тайпинов Хун Цзюаня Робертс сначала был главным защитником, но впоследствии резко критиковал движение, сравнивая его с исламом и подчеркивая практику многоженства. Он писал, его религиозная терпимость и множество часовен оказывается фарсом, бесполезным для распространения христианства, и даже больше, хуже, чем бесполезным. Американский миссионер Маккарти, побывав в столице тайпинов, описал его как город разрушения и упадка. Он не заметил никаких признаков подлинной христианской жизни, ни в Нанкине, ни вокруг него. Со временем стали поступать все более тревожные сообщения о жестокостях армии тайпинов, в частности, о массовых убийствах мирных жителей в захваченных районах. Эти и другие отчеты резко изменили отношение Запада к Небесному Царству. Дипломатические контакты также способствовали распаду положительного образа тайпинов. От британских дипломатов тайпины потребовали, чтобы они на коленях пришли увидеть золотое лицо Восточного Короля, а также подчинение Британии Поднебесной, что привело к категорическому отказу и немедленному возвращению в Шанхай. Впоследствии они описывали государство тайпиней как деспотическую теократию.
Они сделали вывод о том, что движение тайпинов теперь лишено народной поддержки и видели полное отсутствие торговли на территории тайпинов по сравнению с маньчжурами. Эти наблюдения встревожили и западных торговцев. Стало ясно, что тайпины не придают большого значения коммерции. Отчеты миссионеров о тайпинах получили столь широкое распространение, что даже Карл Маркс, сперва видевший в них силу мировой революции, позже изменил свое мнение под влиянием этих описаний. Тайпины просили европейцев предоставить им пароходы для наступления вверх по Янцзы, но получили отказ, а в 1860 году с окончанием Второй опиумной войны стало ясно, Запад окончательно сделал ставку на династию Цин, а не на новое религиозное движение. Когда мятежники приблизились к Шанхаю, англичане и французы пришли на помощь правительственным войскам, поставляя им продовольствие, артиллерию и магазинное оружие, а также непосредственно принимая участие в боевых действиях. Только вмешательство англичан, французов и американцев помогло маньчжурам справиться с тайпинами. Окончательная развязка наступила в 1864 году, когда Нанкин, столица тайпинов, пал. Около 100 тысяч человек предпочли смерть плену, массово совершив самоубийство. Сам Хун Сюцюань был найден мертвым возле дворца в роскошной одежде императора, украшенной изображениями драконов. Даже после разгрома движение тайпинов продолжало вызывать опасения на Западе. Оно запомнилось как религиозная утопия, перешедшая в фанатизм и разрушение. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео.